Глава 1916. Битва за Небесный город. Часть 2. Это были никто иные, как 4 городских культиватора интеграции тела, а также группа культиваторов позднего этапа пространственного закаливания. Все они молчали, разглядывая черное море дьяволов вдалеке, и синий свет внезапно вспыхнул в глазах Хань Ли. Внезапно из моря раздался взрыв тревожного кудахтания, после чего дьявольская ци расступилась, и из нее появилось несколько фигур. Один из них был крепким мужчиной в черных доспехах, а рядом с ним стоял худощавый молодой человек в белой мантии, никто иной, как те Лун и Фэйя, с которыми Хань Ли уже встречался однажды раньше. Двое их спутников состояли из 100-футового великана в огненно-красных доспехах и улыбчивой красавицы босиком, стоящей на паре гигантских питонов, один из которых был малиновым, а другой лазурным. Хань Ли никогда не сталкивался с этими двумя, но ему была предоставлена подробная информация о 4 дьявольских лордах, поэтому он, естественно, смог быстро их идентифицировать. Оба этих дьявольских лорда были только на ранней стадии интеграции тела, поэтому, если они не обладали какими-то экстраординарными сокровищами или не использовали искусство культивирования, которые бросали вызов естественному порядку, они, скорее всего, не представляли для него угрозы. Во время обсуждения, которое состоялось в зале, было решено, что фея Серебряного Света и фея Линь Луань будут сражаться с этими двумя дьявольскими лордами. Что касается Те Луна и Фэйя, они были гораздо более могущественными, поэтому они, естественно, были отданы Хань Ли и владыке Лазурного дракона. Согласно плану, им на самом деле не нужно было побеждать своих противников. Все, что им нужно было сделать, это держать дьявольскую армию в страхе, пока солнце не вернутся в норму, и это будет для них эквивалентом победы. Несмотря на то, что 4 дьявольских лорда уже вылетели из дьявольской ци, около дюжины человеческих культиваторов, стоящих над гигантским залом, все еще оставались на месте. Отлетев на некоторое расстояние от дьявольской ци, 4 дьявольских лорда остановились и начали что-то обсуждать, паря в воздухе, не проявляя никакого намерения атаковать сразу. Эти дьявольские лорды умеют выжидать. Похоже, они не собираются атаковать, пока все 5 солнц не превратятся в луны, мрачно сказал мастер Лазурного дракона. Хань Ли не ответил на это, но взглянул в небо и обнаружил, что 4 из 7 солнц наверху уже полностью потускнели, а 5-е солнце в основном было покрыто серым покровом, которое быстро распространялось со скоростью, заметной невооруженным глазом. Конечно. Если 5 солнц не полностью превратились в луны, тогда этим дьявольским лордам придется беспокоиться о том, что астральное формирование 9 солнц не полностью потеряло свою способность функционировать, сказала Линь Луань с улыбкой. Эти дьявольские лорды, скорее всего, не были бы такими колеблющимися, если бы узнали, что мы сами уже деактивировали формирование. В любом случае, это хорошо для нас, что они так тянут, сказал мастер Лазурный дракон, когда на его лице появилась слабая улыбка. Однако, похоже, что мы не сможем долго тянуть, сказала фея Серебряного Света с кривой улыбкой, глядя в небо. Хе-хе, даже небольшая задержка лучше, чем немедленно атаковать город дьявольской армией. Чем больше мы здесь медлим, тем выше наши шансы защитить город, усмехнулся мастер Лазурный дракон. Фея Серебряного Света просто улыбнулась и ничего не ответила. Время медленно шло, и сияние 5-го солнца также постепенно угасало. В тот момент, когда оно стало полностью серым, из дьявольского моря и небесного города в унисон вырвался взрыв яростного убийственного намерения. Мастер Лазурный дракон глубоко вздохнул, но как только он собирался что-то сказать, Те Лун первым нарушил молчание. Друг Даос Лазурный дракон, формирование, на которое вы полагаетесь, больше не является фактором в этой битве, так зачем продолжать настаивать на тщетном сопротивлении? Как только вы согласитесь сдаться, я верну вас к нашему священному предку и попрошу его ввести дьявольскую ци в твое тело, чтобы ты мог стать членом нашей священной расы. Это твой последний шанс. Если же ты продолжишь противиться, что ж, хе-хе, нам придется сравнять твой ничтожный небесный город с землей. Голос Те Луна был очень громким, и его было ясно слышно во всем небесном городе. Выражение лица мастера Лазурного дракона помрачнело, когда он услышал это, и он холодно фыркнул в ответ. Я не собираюсь становиться дьявольским существом, так что не трать слова. Я скорее умру, чем сдамся чужой расе. Слова мастера Лазурного дракона были чрезвычайно решительными, и вся человеческая армия воодушевилась чувством повышенной убежденности и решимости. Те Лун был в ярости, услышав это, но внезапно расхохотался. «Ха-ха, изначально я собирался пощадить тебя, видя, что твои способности могут быть полезны нашей священной расе, но твоя глупость не оставила мне другого выбора, кроме как убить тебя вместе со всеми здесь». Затем он провел рукавом по воздуху, и оттуда вырвались 3 зеленых шара света, а затем поднялись высоко в воздух среди 3 глухих ударов. Наверху появились 3 гигантских огненных шара, каждый из которых был размером около акра, и все они излучали мерцающий свет. Пронзительные визги сразу же раздались из моря дьяволов позади Те Луна, и медленно появилась серия гигантских боевых ковчегов, каждый из которых был более 10 000 футов в длину.
В то же время несколько групп низкоуровневых дьявольских зверей рвануло вперед с массивных ковчегов, и группы дьявольских всадников в доспехах также хлынули угрожающей волной прямо за ковчегами. Всего за несколько вдохов низшие звери и дьявольские кавалеры заняли практически все небо, и их количество намного превышало то, что Хань Ли видел в предыдущем случае. Вдобавок ко всему, из массивных ковчегов было выпущено более 300 гигантских дьявольских тварей, и помимо носорогоподобных тварей, появившихся во время последней атаки, было там и несколько других видов еще более свирепых гигантских тварей. Среди них были гигантские звери, похожие на богомолов, а также дьявольские птицы с яркими красочными перьями. Последним типом дьявольского зверя был монстр с человеческим лицом и телом змея, создававший чрезвычайно душераздирающее зрелище. У них были растрепанные головы, которые напоминали неопрятные головы пещерных людей, но от шеи вниз они обладали телами гигантских фиолетовых змей, покрытых чешуей, и они испускали невыносимый запах запекшейся крови. Среди этих трех новых типов гигантских зверей гигантские богомолы составляли большинство. Их насчитывалось более 200, а также было около 80 гигантских зверей-носорогов. Что до птиц с яркими перьями, их было около 30, и их сопровождала жалкая троица фиолетовых змей с человеческими лицами. Под предводительством этих гигантских тварей низкоуровневые дьявольские твари издавали громоподобный рев, когда они мчались к небесному городу, словно гигантский рой саранчи. В то же время из массивных боевых ковчегов вырвались столбы черного света, чтобы усилить наступательную мощь роя дьявольских тварей. Что касается дьявольских кавалеров, то они снова выстроились в ряд и бросились вперед сразу за армией зверей с волнением и жаждой крови в глазах. В этот момент боевых дьяволов Цзилуня все еще нигде не было видно, предположительно, они все еще прятались в море дьяволов. Однако, помимо дьявольских кавалеров, из моря появился и другой тип элитных дьявольских существ. Это была группа существ, напоминавших гигантских злобных призраков. Каждая из них было 50 футов ростом с острыми когтями и клыками, но они были одеты в длинные зеленые мантии, у каждого из них на лбу было по лишнему зеленому глазу, и ни у кого из них не было оружия, когда они продвигались за дьявольскими кавалерами. Этих дьявольских существ было немного больше, чем боевых дьяволов Цзилуня, но разница в количестве определенно не была очень значительной. Всего было до 30 тысяч этих дьявольских существ в зеленых одеждах, и все они отличались зловещими улыбками. Мрачные выражения на лицах мастера Лазурного Дракона и других стали еще более выраженными, когда они увидели это, но дьявольские лорды еще не атаковали, поэтому они также не могли выйти из города, чтобы встретиться с этой дьявольской армией. Не требуя никаких приказов, высококлассные культиваторы над городской стеной отдали ряд инструкций человеческой армии внизу. После нескольких вспышек черные столбы света, вырвавшиеся из гигантских ковчегов, яростно врезались в защитные ограничения небесного города. В этом случае столбы черного света были значительно толще, чем те, что были выпущены в предыдущей атаке, и они безжалостно лились дождем без передышки. Каждый столб света был наполнен силой, эквивалентной тотальной атаке культиватора преобразования божества, и из-за того, что так много из них сыпались одновременно, самые внешние слои ограничений начали распадаться почти сразу. Ограничения небесного города, казалось, вот-вот рухнут, и выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это. Однако, прежде чем он успел что-либо сказать, более 100 всплесков различных формационных колебаний внезапно прорвались снизу, а затем в бешенстве устремились ко всем участкам городской стены. Раздался громкий жужжащий звук, и ряд серебряных рун появился на поверхности городских стен, образуя одно мерцающее серебряное образование за другим. Образования светились мерцающим светом, а пятицветный световой барьер наверху мгновенно сменился серебряным световым барьером с чрезвычайно гладкой поверхностью. При столкновении с серебристым световым барьером большинство встречных черных столбов света мгновенно отклонялись в сторону, и лишь небольшая часть из них действительно могла столкнуться со световым барьером, в ответ на что барьер слегка дрожал, но не выдерживал какого-либо существенного ущерба. И фея серебряного света, и Хань Ли испытали облегчение, увидев это. В этот момент армия людей-воинов и культиваторов также начала выбегать из города по приказу высококлассных культиваторов наверху. В то же время земля перед городской стеной резко рухнула, и снова появилась армия медных марионеток. Те же самые оборонительные меры, которые были приняты во время предыдущей атаки, использовались снова, за исключением того, что количество вовлеченных людей и уровень интенсивности были на совершенно другом уровне. Наверху непрестанно вспыхивал духовный свет, земля сильно тряслась и содрогалась, территория в радиусе 5 километров от городской стены превратилась в смертоносное царство бойни. Бесчисленные шары света взорвались как на земле, так и в небе, и резкий запах крови и запекшейся крови быстро заполнил все пространства. «Хочешь сразиться, товарищ Даос Лазурный Дракон?» Сразу же после этого два порыва яростного ветра обрушились на городскую стену, и после нескольких сокрушительных ударов, когда мастер Лазурный Дракон с мрачным выражением лица оценивал поле битвы, издалека раздался взрыв сердечного смеха. И тут же вниз на городскую стену обрушилось два потока ветра, и уже после пары мощных ударов серебряный световой барьер показал признаки разрушения. Человеком, бросившим вызов, был никто иной, как Телун, и он атаковал городские ограничения своей парой гигантских молотов.
Глава 1917. Битва за небесный город. Часть 3. Два гигантских молота увеличились в размере более чем на 1000 футов каждый, и они неоднократно обрушивались на ограничения, как пара маленьких черных гор, заставляя ограничения сильно дрожать. Дай-ка мне посмотреть, из чего ты сделан. Холодный свет появился в глазах мастера лазурного дракона, и он сделал печать руками, после чего столб лазурного света немедленно вырвался из его тела, а затем превратился в проекцию лазурного дракона длиной более 1000 футов. Проекция покружила в воздухе, прежде чем издать громоподобный рев, затем подхватила мастера лазурного дракона и понеслась прямо к Телуну. Надменный хохот Телуна на мгновение прервался при виде мощной проекции лазурного дракона, но затем на его лице появилась холодная улыбка, когда он резко указал на два порыва яростного черного ветра перед ним. Порывы ветра мгновенно превратились в пару гигантских молотов, сразу после чего они объединились в один, образовав гигантский молот длиной в несколько тысяч футов. Колоссальный молот с разрушительной силой обрушился на проекцию лазурного дракона, в ответ на что мастер лазурный дракон взмахнул рукавом по воздуху, выпустив 7 маленьких черных мечей. Все 7 мечей высвобождали удивительную духовную ци, и раздалась череда глухих ударов, пронзивших 7 акупунктурных точек на его груди. В то же время мастер лазурный дракон издал низкий крик и выпустил изо рта шарик сущности крови, а затем начал делать печать руками, повторяя заклинание. Шар сущности крови взорвался в 7 облаков кровавого тумана по его приказу, которые затем растворились в 7 маленьких мечах. Громкий жужжащий звук мгновенно раздался от 7 мечей, и малиновый свет начал исходить от них, когда они исчезли в теле мастера лазурного дракона. Сразу после этого мастер лазурный дракон издал протяжный крик, и 7 вспышек малинового света вырвались из мест на его теле, которые только что были пронзены 7 мечами, и эти вспышки света в один миг слились воедино с проекцией лазурного дракона. Затем последовала удивительная сцена. Бесчисленные алые нити внезапно появились внутри тела лазурного дракона, после чего быстро переплелись друг с другом. В следующее мгновение мастер лазурный дракон исчез, но проекция лазурного дракона приняла гораздо более существенную форму, теперь выглядя как настоящее живое существо. В то же время ужасающая аура выступления прокатилась по небу и земле, поражая тех, кто находился в непосредственной близости от нее, желанием поклониться в подчинении. Лазурный дракон поднял коготь, прежде чем протянуть его к приближающемуся горному молоту, и из ниоткуда появился гигантский лазурный коготь. Коготь смог поймать колоссальный черный молот среди оглушающего грохота и с легкостью удержать его на расстоянии. Телун слегка запнулся, увидев это, и хотя в его глазах был намек на настороженность, на его лице быстро появилась зловещая улыбка. Это великая техника проявления кровавого духа. Я не думал, что ты владеешь такой могущественной древней способностью. Кажется, я недооценил тебя. Теперь давай посмотрим, сколько сущности крови ты должен будешь отдать. В момент, когда иссякнет твоя сущность крови, ты падешь от моих рук. Сразу после этого он потер руки, прежде чем поднять их вверх, и бесчисленные вспышки серебряных молний и огня пронеслись по воздуху проливной волной. В то же время гигантский черный молот также расплылся, прежде чем быстро размножиться в 8 черных молотов чуть меньшего размера, которые атаковали лазурного дракона со всех сторон. Лазурный дракон яростно взмахнул хвостом в воздухе, подняв всемогущий порыв ветра, который отбросил 8 гигантских молотов, а также молнию и огонь, несущиеся сверху. Что касается самого лазурного дракона, то он внезапно исчез на месте, затем снова появился в воздухе высоко над Телуном, прежде чем открыть пасть, чтобы выпустить вспышку лазурного пламени. Телун явно опасался этого лазурного пламени, так как он сразу же топнул ногой в пространстве и также растворился в воздухе, не осмеливаясь атаковать в лоб. В следующее мгновение вспыхнули пространственные флуктуации, и массивный чернильно-черный клинок метнулся к лазурному дракону сбоку без всякого предупреждения. Клинок пронесся по воздуху с разрушительной силой, явно пытаясь разрезать дракона пополам одним махом. Однако лазурный дракон был невероятно проворным и хлестнул одной из своих лазурных лап почти сразу же, как только появился черный клинок. Лазурный свет вспыхнул из его когтей, прежде чем резко раздуться, образовав 5 лазурных длинных мечей, которые устремились к гигантскому черному клинку. Мгновенно раздалась череда громких лязгов, и, несмотря на то, что Телун был дьявольским лордом поздней стадии интеграции тела, он все еще не мог одержать верх над грозным лазурным драконом. Эти двое казались равными, и это стало большой неожиданностью как для человеческих культиваторов на стадии интеграции тела, так и для дьявольских лордов. Конечно, это был приятный сюрприз для людей и гораздо более неприятный для демонов. Хань Ли тоже был ошеломлен и взволнован, увидев это. Если мастер лазурный дракон на последнем этапе интеграции тела сможет продержаться, то с остальными дьявольскими лордами, естественно, будет гораздо легче иметь дело. Имея это в виду, Хань Ли перевел взгляд на 3 других дьявольских лордов. Фэй Я, казалось, что-то почувствовал и тоже повернулся, чтобы встретиться взглядом с Хань Ли. Не говоря ни слова, он взмахнул рукавом по воздуху, и в его руке внезапно появился сверкающий и полупрозрачный летающий кинжал длиной в несколько дюймов.
Затем он полетел прямо к Ханли, и Ханли поднял бровь, увидев это, когда на его лице появилась холодная улыбка. Духовный свет вспыхнул из его тела, и он уже собирался вылететь, чтобы встретиться с этим дьявольским лордом в битве, когда фея Линь Луань внезапно положила руку ему на плечо. На ее лице появилась слабая улыбка, и она сказала: «Брат Хань, этот дьявольский лорд — необычное существо на стадии интеграции среднего тела, и он чрезвычайно искусен в ледяных способностях. У меня есть несколько сокровищ, которые идеально противостоят ему, так что позвольте мне встретить его». Как только ее голос затих, она положила руку на талию, не дожидаясь ответа от Ханли. Сразу после этого перед ней полетели 3 тыквы разных цветов, одна фиолетовая, одна черная и одна желтая. Тыквы были размером всего в несколько дюймов каждая, но их поверхность была испещрена слоями серебряных рун, и было совершенно очевидно, что это необычные сокровища. 3 глухих удара раздались в быстрой последовательности, когда крышки 3 тыкв были сняты сами по себе, и из них вылетели раи огненных шершней размером с большой палец, а затем полетели к Фэйя, как 3 гигантских огненных облака, которые издавали громкое жужжание. Тем временем фея Линь Луань наложила печать руками, и 2 всплеска малинового пламени внезапно вспыхнули позади нее, а затем сформировали пару огненно-красных крыльев. Взмахом крыльев она пронеслась по воздуху полосой красного света прямо за огненными облаками. Спустя несколько мгновений огненные облака и молодой человек в белой мантии столкнулись, и вспыхнули взрывы белой ледяной ци и палящего пламени, когда последовала ожесточенная битва. Синий блеск вспыхнул в глазах Ханли, и он сразу же смог определить, что искусство культивирования и сокровища, которое использовала фея Линь Луань, действительно были великим противодействием ледяной силе. Перед лицом удивительной ледяной ци, выпущенной Фэйя, огненные шершни смогли устоять и даже начали брать верх. Тем не менее, он также мог видеть, что фея Линь Луань постоянно делала серию печати руками, быстро вводя свою магическую силу в 3 тыквы, поэтому было совершенно ясно, что управление этими огненными шершнями было очень сложной задачей. Несмотря на то, что способности Фэйя были подавлены, выражение его лица оставалось таким же спокойным, как и прежде, и, казалось, он мог дать больше. Это наблюдение вынудило брови Ханьли слегка нахмуриться. Брат Хань, сестра Линь и мастер Лазурный дракон сразились с 2 самыми опасными противниками. Давай также вступим в бой с 2 другими. Если мы сможем быстро победить одного из них, возможно, у нас есть шанс победить в этой битве, сказала фея Серебряного Света, подняв обе руки в воздух, выпустив 2 своих серебряных крюка, а также несколько других сокровищ. Затем она поднялась в воздух в виде полосы серебряного света, прежде чем пролететь через серебряный световой барьер и помчаться прямо к миниатюрной женщине, оставив бронированного гиганта Хань Ли. Дьявольский лорд по имени Фея Ю, естественно, не собиралась бояться феи Серебряного Света, и на ее лице появился намек на презрение, когда ее тело внезапно выпустило странный аромат. Сразу после этого облако розового тумана появились из воздуха вокруг нее, затем образовали гигантское розовое облако размером около акра, прежде чем быстро спуститься сверху. Розовое облако унесло полосу серебряного света, после чего в розовом тумане проявились бесчисленные звери различных описаний. Свирепые звери ринулись на серебряную полосу света, и в ответ фея Серебряного Света выпустила полумесяц и красное солнце, испускавшие мерцающий свет во всех направлениях. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, но вскоре она сменилась холодным выражением, когда он бросил взгляд на бронированного гиганта. Затем он сразу же сделал печать руками, и позади него раздался громкий удар грома, после чего на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. После нескольких взмахов этих крыльев вокруг него вырвались дуги серебряных молний, которые затем переплелись, образуя формирование молнии размером в несколько десятков футов. На расстоянии бронированный гигант также оценивал Ханли, и он был ошеломлен, увидев это. Однако, прежде чем он даже успел среагировать, примерно в 70 футах над ним внезапно раздался грохочущий грохот, и мгновенно показалась толстая вспышка серебряной молнии, когда формирование молнии появилось из воздуха. Внутри формирования была золотая человеческая фигура, и она взмахнула рукавом вниз, отправив 2 гигантские горы, одну черную и одну лазурную, вниз. Огромное пространство серого света и 1000 полос невидимого меча Ци вырвались в бешенстве из-под 2 гор, и в то же время в ушах бронированного гиганта раздалось леденящее кровь пение. Глава 1918. Битва за Небесный город. Часть 4. Гиганта сразу же поразил прилив мучительной боли души, как будто несколько острых шипов вонзились прямо в его мозг. Он издал крик агонии и тревоги, когда закинул руки за голову, и защитный духовный свет вокруг его тела исчез, когда он рухнул с неба. Прямо в этот момент 2 гигантские горы обрушились на голову гиганта с разрушительной силой. Серый свет и невидимый меч Ци яростно выплеснулись, образовав массивную сеть, охватывающую гиганта со всех сторон. «Помоги мне!» Как дьявольский лорд на стадии интеграции тела, гигант смог быстро оправиться от агонии, вызванной шипом оглушения духа Хань Ли, и как только он пришел в себя, его лицо сразу же побледнело, когда он издал отчаянный крик о помощи.
От его доспехов донесся взрыв жужжания, и он резко увеличился в размерах во вспышке ярко-красного света. В то же время 3 алых огненных питона, каждый из которых был в несколько сотен футов в длину, вышли из доспехов, чтобы защитить его. Этот доспех был спасительным сокровищем, которое гигант постоянно носил, и в этой ужасной ситуации он активировался по собственной воле, чтобы защитить своего владельца. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, услышав крик гиганта о помощи, но он не дрогнул ни на мгновение, взмахнув обоими рукавами в воздухе, выпустив 72 маленьких лазурных меча, которые в бешенстве устремились вперед. Затем 72 меча разделились на сотни полосцы лазурного меча, а затем сошлись, чтобы сформировать гигантский лазурный меч длиной более 100 футов. Перед лицом волны серого света 3 огненных питона были мгновенно побеждены, как если бы они столкнулись с проклятием своего существования, сразу после чего бесчисленные нити мечей развязали свирепую атаку на гиганта в красных доспехах. В быстрой последовательности раздались бесчисленные взрывы, и доспехи тут же оказались на грани развала. Хань Ли указал пальцем на гигантский меч перед ним и произнес одно слово. «Ударь!» В то же время он взмахнул рукой сверху вниз, и из его рукава вылетела серебряная тень. Гигантский меч рухнул вниз с разрушительной мощью и невероятной скоростью, и еще до того, как гиганта поразила атака, его уже поразило леденящее кровь ощущение надвигающейся гибели. Ему казалось, что все его тело погрузилось в ледяную яму, и в отчаянии он попытался сбежать с места происшествия, превратившись в шар багрового пламени. Однако именно в этот момент серебряная линейка внезапно появилась из ниоткуда без всякого предупреждения, а затем тут же превратилась в длинную серебряную змею, которая туго обвелась вокруг талии гиганта, не давая ему возможности убежать. Багровое пламя вокруг тела гиганта мгновенно раздулось с большей интенсивностью, но серебряная змея была совершенно невозмутима и только сильнее обвелась вокруг гиганта. На лице гиганта появилось выражение шока и ужаса, и он попытался высвободить еще какие-то способности, но было уже слишком поздно. Гигантский серебряный меч опустился с неудержимой мощью, мгновенно прорвав защитный духовный свет вокруг тела великана. Сразу после этого он превратился в массивный лазурный вихрь, охватывающий площадь около акра. Гигант находился прямо в центре вихря, и у него был шанс лишь издать душераздирающий крик, прежде чем его тело и зарождающаяся душа были уничтожены. Почти в тот же момент из дьявольской ци вырвались 2 вспышки огромных колебаний, и 2 полосы света, одна золотая и одна серебряная, устремились прямо к Хань Ли. Таким образом, у Хань Ли даже не было возможности насладиться своей победой над этим дьявольским лордом стадии интеграции тела, прежде чем он был вынужден обратить свое внимание на эти 2 встречные полосы света. 2 полосы света двигались с невероятной скоростью и после нескольких вспышек остановились примерно в 1000 футах от Хань Ли. Затем золотой и серебряный свет исчез, открыв мужчину средних лет в серебряной мантии и красавицу средних лет в розовом роскошном платье. Оба они оценивали Хань Ли с яростью и неверием в глазах. Это были никто иные, как дьяволы-близнецы Инь-Ян, присоединившиеся к дьявольской армии всего несколько дней назад. Телун каким-то образом сумел убедить их, что Хань Ли был тем, кто убил трио Лордали, поэтому они согласились участвовать в этой атаке на Небесный город. 2 дьявольских лорда намеренно спрятались в Дьявольском море, и их план, естественно, состоял в том, чтобы заставить других дьявольских лордов отвлечь Хань Ли и остальных, прежде чем они нанесут серию внезапных атак. Однако они и подумать не могли, что Хань Ли сможет убить одного из дьявольских лордов, прежде чем у них появится шанс вмешаться. Этот тревожный поворот событий, естественно, наполнил их шоком и яростью. Направив свое духовное чувство к этой паре дьявольских лордов, брови Хань Ли также слегка нахмурились. Эти двое были существами на среднем этапе стадии интеграции тела, так что это может оказаться довольно неприятным сражением. Он уже догадался, что в море дьяволов скрываются и другие дьявольские лорды, услышав просьбу гиганта о помощи, но, естественно, все еще был удивлен, увидев, что в тенях скрываются 2 дьявольских лорда. Подумать только, что ты смог убить лорда Яна всего за 1 обмен ударами. Похоже, действительно есть очень хороший шанс, что лорд Ли и другие тоже пали от твоих рук. С твоими способностями, я уверен, что ты довольно известная фигура в человеческом роде. Осмелишься ли ты назвать нам свое имя? Сказал мужчина средних лет, его глаза слегка сузились. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, услышав это, но выражение его лица не изменилось. Лорд Ли. Кто это? Вы двое принимаете меня за кого-то другого. Что касается моего имени, я сообщу вам его, когда отправлю вас двоих в последний путь. Хе-хе, прошло много-много лет с тех пор, как кто-либо осмеливался так говорить с нами двумя. Нет смысла отрицать твою причастность к смерти лорда Ли и других. Мы собираемся схватить тебя и использовать адскую технику очищения души, чтобы заставить тебя выплюнуть правду. Старший боевой брат, принеси сокровище, которое священный предок даровал нам, сказала красавица средних лет с холодным взглядом в глазах. Затем она открыла рот, чтобы извергнуть миниатюрный фиолетовый котел, окутанный черной ци. Первоначально он был размером всего в несколько дюймов, но быстро увеличился примерно до 10 футов, и на его поверхности было бесчисленное количество мерцающих черных рун.
Увидев это, мужчина средних лет перевернул руку, чтобы создать сверкающую и полупрозрачную миниатюрную пагоду, которая излучала радужный духовный свет. Хань Ли очень настороженно относился к тому факту, что эти двое спрашивали про трио Лордали, но он определенно не собирался бояться пары дьявольских лордов на среднем этапе стадии интеграции тела, даже несмотря на то, что сокровища, которые они освободили, казались довольно экстраординарной. Выражение его лица слегка помрачнело, когда он поднял обе руки, швыряя в воздух две горы. Затем он сделал печать руками, прежде чем указать пальцем на каждую из гор, и они обе увеличились до более чем 10 тысяч футов в высоту, прежде чем рухнуть на двух дьявольских лордов с разрушительной силой. Серый свет и невидимый меч снова вырвались из-под гор, и все небо содрогнулось перед лицом огромной силы двух гор. Однако Хань Ли знал, что одних этих атак будет недостаточно, чтобы победить двух дьявольских лордов, и он немедленно сделал хватательное движение, после чего в его руках появилась короткая серебряная линейка. Он щелкнул запястьем, и два изображения линейки вылетели вперед, прежде чем исчезнуть в воздухе во вспышке. В следующее мгновение две проекции линейки снова появились позади двух дьявольских лордов, прежде чем яростно метнулись к их затылкам. В то же время позади Хань Ли раздался раскат грома, и он тоже растворился в воздухе в виде дуги серебряной молнии. Ты думаешь, такая неуклюжая внезапная атака может нам навредить?» Дьявольская красавица холодно хмыкнула, полностью проигнорировав приближающуюся проекцию линейки, и указала пальцем на гигантский котел перед ней. Из котла вырвался грохочущий грохот, и черные руны на его поверхности в бешенстве рванули вперед, прежде чем сойтись, образуя огромную руну прямо над котлом. Затем из котла вырвался взрыв несравненной силы всасывания с громким звенящим звуком, и два изображения линейки, которые мчались к паре дьявольских лордов сзади, были мгновенно втянуты в гигантский пурпурный котел в виде двух полос серебряного света. Что касается двух массивных гор, которые рухнули сверху, то дьявольская красавица переключилась на другую печать руками, а гигантская руна над котлом расплылась, прежде чем принять другую форму. В результате сила всасывания, высвобождаемая котлом, была мгновенно обращена вспять, и был создан барьер из бесчисленных черных цветов лотоса, чтобы держать две массивные горы в страхе, останавливая их на пути. Прямо в этот момент раздался громкий удар грома, и Хань Ли внезапно появился над черной горой среди вспышки серебряной молнии, а затем тут же злобно топнул ногой по вершине горы. Раздался сотрясающий землю грохот, и вес черной горы увеличился в несколько раз, отчего барьер из черных лотосов внизу сильно задрожал. В то же время Хань Ли потер руки, прежде чем толкнуть их вниз, посылая сверху дюжину или около того толстых золотых молний. В этих вспышках золотых молний было спрятано несколько десятков едва заметных лазурных мечей, и дьявольская красавица была совершенно ошеломлена свирепостью атак Хань Ли. Тем не менее, она ничуть не запаниковала, и на ее лице появилась холодная улыбка, когда она снова переключилась на печать руками, а затем открыла рот, чтобы выпустить облако чистой черной дьявольской ци в сторону гигантского котла. После поглощения этой черной ци в котле раздалась череда оглушительных ударов, и во вспышке черного света появилось еще несколько древних рун. Глава 1919. Битва за небесный город. Часть 5. Как только появились эти древние руны, цветы черного лотоса в воздухе мгновенно превратились в барьер черного света. При столкновении с барьером черного света гора экстремального слияния сущности была немедленно поражена взрывом эквивалентной силы, действовавшим в противоположном направлении, и была мгновенно отброшена. Что касается дуг золотых молний и лазурных мечей, то их встретило точно такое же количество черных разрядов молний и летающих мечей, что вырвались из светового барьера в ответ. Эти двое столкнулись среди череды оглушительных ударов, и все атаки полностью свели друг друга на нет. Световой барьер обладал зеркальной способностью воспроизводить и отражать атаки. Это было поистине сокровище, которое бросило вызов естественному порядку. Хань Ли был ошеломлен, увидев это, но он все еще не был убежден, что сокровище действительно может быть таким могущественным. Таким образом, он немедленно сделал печать руками, прежде чем снова яростно топнуть ногой по черной горе. Вспышка лазурного света вырвалась из его ступни и попала в гору сущностей. Гора тут же опустилась под завывание ветра и грохот грома, и несколько гигантских серебряных рун зажглись на поверхности горы, испустив огромное пространство серого света. Затем серый свет превратился в бесчисленные серые нити света, которые сыпались сверху проливным ливнем. Что касается другой лазурной горы, то по приказу Хань Ли она тоже рухнула сверху с еще большей яростью, чем в прошлый раз. Однако дьявольская красавица была совершенно невозмутима и просто выпустила еще один глоток чистой дьявольской ци в гигантский пурпурный котел. Раздался оглушительный рокот, и снова развернулась та же сцена. Мало того, что две горы были полностью отброшены, серые нити были также побеждены черными нитями света, которые вырвались из черного светового барьера. Казалось, что этот защитный барьер, образованный гигантским котлом внизу, действительно способен воспроизвести и отразить все атаки. Увидев это, на лице Хань Ли появилось мрачное выражение.
Прямо в этот момент мужчина в серебряной мантии также начал действовать. Он указал пальцем на парящую перед ним радужную пагоду, и гигантская пагода вознеслась к небесам толстым столбом света, исчезнув из поля зрения в мгновение ока. Однако Хань Ли внезапно что-то почувствовал и тут же посмотрел в небо. Шар радужного света появился высоко над ним, и он не казался очень большим, но когда он медленно опускался, он мгновенно охватил все небо. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он увидел это, и он сразу же втянул две гигантские горы обратно в свое тело. Сразу же после этого он улетел полосой лазурного света. Он не знал точно, что это был за радужный свет, но он определенно не хотел иметь с этим ничего общего. На лице дьявольской красавицы появилась холодная улыбка. Слишком поздно попытаться уйти сейчас. Как только ее голос оборвался, она переключилась на другую печать рук, и черная руна, парящая над массивным котлом, также была переключена, когда из котла вырвался взрыв огромной всасывающей силы. В результате Хань Ли был остановлен как вкопанный и не мог уйти. Выражение его лица слегка изменилось, когда он издал низкий крик, и золотой свет вспыхнул, когда позади него появилась проекция с 3 головами и 6 руками. Проекция яростно взмахнула 6 руками в воздухе, выпустив удивительную ауру, которая позволила Хань Ли вырваться из всасывающей силы, извергающейся снизу. Духовный свет снова вспыхнул от тела Хань Ли, когда он снова попытался сбежать с места происшествия, но прямо в этот момент из шара радужного света наверху вырвался сокрушительный взрыв. Гигантская башня высотой более 100 000 футов спустилась из шара света, и, несмотря на невероятную скорость Хань Ли, он обнаружил, что не может уклониться от гигантской конструкции. Ослепительный свет вспыхнул вокруг него, и он внезапно перенесся в другое пространство. Не было ни неба, ни земли, все вокруг него было просто бескрайним пространством ослепительного радужного света. Хань Ли недавно испытал нечто подобное, и на его лице появилась кривая улыбка. Это еще одно сокровище Сюми. «Похоже, на этот раз у меня большие проблемы», — пробормотал Хань Ли, прежде чем внезапно что-то ощутить, и кинул взгляд в определенном направлении. В следующее мгновение вдалеке вспыхнул радужный свет, и группа гигантских черных дьявольских тварей начала бесшумно приближаться к нему. К нему приближались десятки тысяч этих дьявольских зверей, и зрачки Хань Ли сузились, когда он немедленно провел рукавом по воздуху, чтобы снова выпустить свои 72 маленьких лазурных меча. Мечи мгновенно превратились в сотни полос лазурного меча Ци, которые начали вращаться вокруг него. За пределами гигантской радужной пагоды на лице мужчины средних лет появился намек на восторг после того, как он схватил Хань Ли, и он махнул рукой в сторону массивной пагоды, после чего она мгновенно уменьшилась до размера чуть более 100 футов. Затем он повернулся к дьявольской красавице и сказал: «Я заманил его в ловушку в сокровищнице, но, скорее всего, потребуется много времени, чтобы ограничения в сокровищнице поймали его. Иди и жди возможности устроить ему засаду, пока я контролирую ограничения отсюда. Таким образом, мы сможем обезвредить его как можно быстрее. Будь осторожна, чтобы не стать его жертвой там. Не волнуйся, старший боевой брат с этим котлом, чтобы защитить меня, он не сможет даже прикоснуться ко мне, так что предоставь это мне», — дьявольская красавица небрежно усмехнулась. Котел сразу же уменьшился до своего первоначального размера по ее приказу, прежде чем втянуться в ее тело, и мужчина средних лет кивнул, прежде чем помахать ей рукавом. Вспышка радужного света мгновенно охватила дьявольскую красавицу, и она внезапно растворилась в воздухе. Затем мужчина средних лет немедленно взмахнул обоими рукавами по воздуху, выпустив волну флага формирования, плит формирования и других сокровищ, сформировав формирование, которое выпустило всплески белого тумана, которые затопили его и радужную пагоду. После этого он сел со скрещенными ногами внутри формирования, чтобы полностью сосредоточиться на контроле за ограничением сокровищницы пагоды, не обращая внимания на то, как его товарищи-лорды в настоящее время поживают в бою. На расстоянии человеческие культиваторы на стадии интеграции тела, естественно, заметили, что только что произошло, и сначала они были в восторге, прежде чем их сердца быстро ушли в пятки. Они, естественно, были в восторге от того, что Хань Ли смог так быстро убить дьявольского лорда, но затем они были чрезвычайно встревожены, увидев появление еще 2 дьявольских лордов на среднем этапе стадии интеграции тела, прежде чем схватить Хань Ли с этим сокровищем пагоды. Мастер Лазурный Дракон держался против Телуна, но внутренне боролся. Как и сказал Телун, с его нынешней магической силой он все еще не мог полностью раскрыть эту способность трансформации дракона. Он смог принудительно использовать эту способность только с помощью секретной техники, и он не мог долго продержаться в этой форме. Он и Лин Луань решили сразиться с 2 самыми могущественными дьявольскими лордами и надеялись, что Хань Ли и Фея Серебряного Света смогут позаботиться о своих противниках, прежде чем оказать им помощь. В конце концов, он слышал, что Хань Ли когда-то сражался с культиватором поздней интеграции тела в бою, поэтому возлагал на него очень большие надежды. Однако теперь, когда Хань Ли оказался в ловушке в этом сокровище пагоды, его надежды, естественно, рухнули, и когда он перевел взгляд на 2 другие битвы, его сердце дрогнуло еще сильнее.
Линь Луань недавно держала верх, но Фэй внезапно выпустил 13 снежно-белых летающих кинжалов, которые мгновенно нанесли урон огненным шершням, которыми она управляла, и теперь она была вынуждена отступить. Между тем, фея Серебряного Света оказалась в еще худшем положении. Она была окружена 8 четырехрукими дьявольскими обезьянами, явившимися из розового тумана, и она с трудом выдерживала шквал атак, которые они обрушивали. Мастер Лазурный Дракон очень обеспокоился, увидев это, и, быстро обдумав ситуацию, внезапно обрушил чрезвычайно свирепую волну атак, пожертвовав огромным количеством магической силы, чтобы заставить Телуна отступить. Телун был ошеломлен этим, но, прежде чем он успел среагировать, мастер Лазурного Дракона внезапно повернулся обратно в Небесный город и зарычал: «Отпусти эту штуку сейчас же!». Как только приказ был отдан, человек-культиватор на городской стене немедленно приступил к действию. Он перевернул руку, чтобы получить золотой и серебряный значок, затем вложил свою духовную силу в значок, прежде чем взмахнуть им в воздухе несколько раз. Столб золотого и серебряного света вырвался из значка и устремился прямо в небеса, простираясь настолько далеко, насколько могли видеть глаза. Всего за несколько вдохов еще 9 столбов света, идентичных первому, появились из определенной формации на фоне оглушительного грохота. Каждая колонна света была толщиной с резервуар для воды, и казалось, что внутри них закручено бесчисленное количество рун. Внезапно над каждым столбом света появился культиватор в белой мантии. Все эти 9 культиваторов держали маленькие флажки того же цвета, что и столбы света, и торжественно что-то скандировали. Из 9 столбов света раздался громкий жужжащий звук, и они начали быстро вращаться на месте, расширяясь с невероятной скоростью. Всего за несколько вдохов столбы света стали чрезвычайно массивными и быстро сошлись, образовав единый гигантский столб света, внутри которого все типы рун яростно вспыхивали духовным светом. Прямо в этот момент культиваторы в белых одеждах в унисон издали низкие крики, затем бросили свои маленькие флажки к центру столба света, прежде чем в панике бежать с места происшествия. Как только маленькие флажки исчезли в столбе света, раздался грохочущий гул, похожий на удар грома, после которого все руны сгустились, образовав 81 формирование на поверхности столба света. Все формации излучали мерцающий свет, и столб света внезапно раскололся среди сотрясающего землю грохота. Глава 1920. Битва за Небесный город. Часть 6. Громовой рев раздался, когда гигантский зверь длиной более 10 тысяч футов появился из столба света. У него была голова козла, тело медведя, пара крыльев летучей мыши, и все его тело было покрыто длинным зеленым мехом. Это зверь ауры интеграции. Мало того, что люди-культиваторы, которые не знали о существовании этого зверя, были чрезвычайно встревожены этим зрелищем, Телун также был ошеломлен, увидев этого гигантского зверя, испускающего грозную ауру. Как только гигантский зверь появился, он увидел убегающих культиваторов в белых одеждах, и свирепый свет вспыхнул в его глазах, когда он открыл рот, чтобы выпустить вспышку желтого света. Желтый свет охватил всех культиваторов в белых одеждах, и они взорвались комками крови и плоти, прежде чем зверь сожрал их. Ближайшие люди-культиваторы окаменели, увидев это, и в слепой панике разбежались в разные стороны. Гигант издал низкий рев, и гигантская желтая лапа внезапно яростно метнулась к убегающим культиваторам в определенном направлении. Порывы завывающего желтого ветра были мгновенно сметены, и более 100 культиваторов были мгновенно разорваны в клочья. Затем гигантский зверь взмахнул еще одной лапой в другом направлении, и несколько десятков культиваторов также были мгновенно убиты в этом направлении. При виде всего этого на лице мастера Лазурного Дракона появилось решительное выражение, и он закричал: «Чего ты ждешь, фея Линь?» Он явно сочетал в себе некую мощную способность со своим голосом, и мало того, что его было слышно по всему полю боя, многие низкоуровневые дьявольские звери мгновенно потеряли сознание, не в силах даже стоять на ногах перед лицом его оглушительного рева. Выражение лица феи Линь Луань мгновенно помрачнело, когда она услышала это, и она испустила деликатный крик, когда 3 тыквы, которыми она управляла, взорвались в быстрой последовательности, выпустив 3 гигантских шершней, каждый из которых был размером в несколько десятков футов. Это были монархи-шершни, и они выпускали 3 разных типа пламени в сторону Фэйя. Пламя, выпущенное монархами-шершнями, было явно чрезвычайно мощным, и даже у Фэйя не было другого выбора, кроме как отступить и уклониться. Воспользовавшись этой возможностью, фея Линь Луань взмахнула крыльями и внезапно исчезла в виде огненного шара. В следующее мгновение она снова появилась в воздухе на расстоянии более 1000 футов от Фэйя, затем быстро сложила печать руками, прежде чем протянуть палец к своей глобелле. Сверкнуло несколько рун, и появился маленький и немного размытый малиновый талисман. Она испустила тихий крик, когда белый свет вспыхнул на ее пальце, и столб белого света, образованный взрывом чистой духовной силы, мгновенно устремился в талисман. В следующее мгновение, когда гигантский зверь в небесном городе собирался начать яростное убийство, он внезапно издал мучительный рев, и на его массивной козлиной голове появился еще один малиновый талисман.
Помимо разницы в размерах, этот талисман был полностью идентичен по внешнему виду тому, что был на глобелле феи Линь-Луань. Быстро прочь из города. Пока гигантский зверь корчился в агонии, в его разуме прозвучал ледяной голос феи Линь-Луань, и как только ее голос затих, сильная агония в ее духовном смысле внезапно исчезла. Гигантский зверь медленно поднялся на ноги с растерянным выражением лица и, казалось, обладал некоторым уровнем интеллекта. Холодный хрип феи Линь-Луань снова прозвучал в его голове, и он вздрогнул, прежде чем немедленно расправить крылья, а затем вылетел из города к полю битвы за городской стеной. В этот момент Телун обрушивал свирепый шквал атак, чтобы одержать небольшое превосходство над мастером Лазурным Драконом, но в его сердце зародился намек на страх, когда он почувствовал огромную ауру, быстро приближающуюся к нему издалека. Несмотря на то, что зверь ауры интеграции занимал лишь последнее место среди 4 великих зверей и не мог сравниться с истинным духовным существом, эти звери были рождены в корне всей зловещей Ци в своих соответствующих сферах, и все они обладали несколькими невероятно мощными способностями, что позволило бы им сразиться с несколькими существами стадии интеграции тела одновременно. Несмотря на то, что Телун был дьявольским лордом на пике поздней стадии интеграции тела, он, конечно, не был уверен в своей способности сразиться вместе с мастером Лазурным Драконом и зверем ауры интеграции. Как этим людям-культиваторам удалось приручить одного из 4 великих зверей? Неужели нам придется отступить? Подожди-ка, если у людей был такой мощный козырь в рукаве, почему они не выпустили его раньше? Быстро оценив ситуацию, Телун быстро понял, что происходит что-то подозрительное. Его тело качнулось, когда он увеличился до 300 футов в размерах, а затем взмахнул обеими своими гигантскими руками по воздуху, выпустив бесчисленные массивные изображения когтей, которые в сочетании с его гигантскими молотами полностью подавили Лазурного Дракона. В то же время он направил свое духовное чувство на приближающегося гигантского зверя. Телун осмеливался выполнять несколько задач одновременно, поскольку его силы были намного выше, чем у мастера Лазурного Дракона. И если бы он сражался с кем-то более равным ему, то он ни за что не осмелился бы на это. С его устрашающим духовным чувством поздней стадии интеграции тела, он, естественно, сразу же смог оценить зверя ауры интеграции, и, как он и подозревал, его аура довольно сильно колебалась, что указывало на то, что он имел несколько серьезных травм. Таким образом, у них все еще был хороший шанс добиться победы. Имея это в виду, Телун немедленно принял решение и внезапно издал долгий крик. Крик звучал как нечто среднее между ревом тигра и дракона, и его отчетливо слышали все в радиусе 50 километров. Глубоко в дьявольском море глаза дьявольского существа высокого уровня в доспехах загорелись при звуке этого крика. Хе-хе, похоже, наша очередь вступить в бой. За его спиной стояла дьявольская армия, исчисляемая тысячами, и большинство из них были всеохватывающими дьявольскими всадниками, а небольшая часть из них была боевыми дьяволами Цилуня. В отличие от дьявольских существ, которые в настоящее время нападали на город, все эти дьявольские существа излучали леденящую кровь ауру, и вокруг их тел вращалась серая ци, что указывало на то, что они использовали какое-то особое искусство культивирования. Эти дьявольские существа сидели в воздухе, скрестив ноги, и все они поднялись на ноги, услышав слова дьявольского генерала. Затем они либо сели на своих коней, либо вытащили оружие, но сделали это совершенно бесшумно, как призраки. «Начинай дьяволификацию», — торжественным голосом проинструктировал дьявольский генерал. На лицах дьявольских существ тут же появились странные выражения, но никто из них не воспротивился приказу, вытащив по пурпурной пилюле перед тем, как проглотить их. В следующее мгновение на их лицах начали появляться страдальческие выражения, а также багровые узоры, которые быстро распространились по остальным частям тела. Когда появились эти малиновые узоры, ауры дьявольских существ резко увеличились, хотя все они, казалось, все еще испытывали сильную боль. Серая ци, вращающаяся вокруг их тел, расширилась и начала извиваться, как группа гигантских питонов. Тем временем за пределами дьявольского моря Телун применил сразу несколько типов секретных техник и выпустил 7 или 8 сокровищ, чтобы обрушить шквал яростных атак на мастера Лазурного Дракона. Мастер Лазурный Дракон едва сдерживал атаки, но его тело Лазурного Дракона было изрешечено ранами, и казалось, что он не сможет продержаться долго. Прямо в этот момент выражение лица Телуна внезапно изменилось, и он резко прекратил свои атаки, прежде чем отступить на несколько сотен футов, а затем бросил взгляд в определенном направлении со своеобразным взглядом в глазах. Мастер Лазурный Дракон, естественно, очень обрадовался, что ему была предоставлена такая возможность передышки, но затем ему внезапно пришла в голову мысль, и он немедленно вернулся в свою человеческую форму среди вспышки лазурного света. Его лицо было очень бледным, а на груди было 7 ран, которые обильно кровоточили. Тем не менее, он полностью проигнорировал свои собственные травмы, когда повернулся к небесному городу. Там, вдалеке, над городской стеной проносились воющие желтые ветры, и армии людей и демонов изо всех сил пытались сохранить свои порядки перед лицом этих ураганных ветров. Те, кто был в авангарде 2 армий, рухнули прямо с неба, и было непонятно, живы ли они еще.
Желтый ветер отступил, и появился гигантский зверь ауры интеграции. Он был размером до 30 тысяч футов и охватывал практически все небо. И люди, и дьявольские существа резко вздохнули, со страхом оценивая колоссального зверя. Фея Линь Луань немедленно влила больше магической силы в малиновый талисман на ее глобелле и закричала: «Зверь ауры интеграции, убей этих дьявольских существ, и я освобожу тебя после этой битвы».